Есть растения, которые словно рождены не просто землей, а тайной. Они несут в себе память древних народов, аромат храмов и силу света, что не гаснет даже сквозь времена. Рута – одна из таких трав. С виду – обычный куст с сероватыми листьями, но в каждом ее стебле живет история о защите, вере и чистоте. С древнейших времен люди верили, там, где растет рута, тьма не смеет ступить. Ее ветви клали у порога, вплетали в венки невест, клали в священные сосуды и даже в сердце молитвы. Это растение называли травой света, потому что оно не просто лечило тело, а оно очищало душу. Сегодня вы узнаете ее тайну, легенды, силу и магию руты, травы, что веками охраняла человека от зла. О руте знали еще древние египтяне. Они верили, что этот ароматный куст – дар богов, и что его запах способен очистить душу умершего, чтобы тот прошел путь в загробный мир. Рута входила в состав бальзамирующих смесей, ведь считалось, что она сохраняет дух. В Древней Греции и Риме руту называли травой от страха. О ней писал Плиний Старший: тот, кто носит руту при себе, не боится злого сглаза и злых духов. Ее возлагали на головы гладиаторов перед боем, чтобы защитить их от смерти и чужой воли. А вот древняя сицилийская легенда гласит, когда Люцифер пал с небес, капли света, осыпавшиеся с его крыльев, превратились в траву. Только одна не впитала тьму и осталась светлой – это была рута. С тех пор она считается символом непорочности и внутренней силы. Ее ветви использовали для освящения воды и изгнания злых духов, особенно в католических обрядах Средневековья. В христианской традиции руту называли травой Девы Марии. Считалось, что она защищает дом от зла и болезней, а священники освящали воду именно веточками руты, отсюда пошел обряд кропления святой водой. На Балканах и в славянских землях рута стала символом чистоты и женской невинности. Невесты вплетали ее в венок, знак того, что они чисты и под защитой света. В украинских и польских песнях поется «Зелена рута» – символ чистого сердца. Но руту уважали не только за красоту. В старинных заговорах ее клали под порог, чтобы никто не вошел с дурными мыслями. Сушеные веточки зашивали в маленький мешочек и носили при себе, как оберег от порчи и злых намерений. Ведьмы и знахарки использовали руту в обрядах очищения. Считалось, что если бросить веточку руты в огонь, она сожжет все зло, спрятавшееся в доме. Ее запах называли запахом правды, ведь он не терпит лжи. В древних гримуарах можно найти записи: рута изгоняет демонов, укрепляет волю и делает человека невидимым для злого духа. Колдуны уважали руту, но не злоупотребляли, верили, что она открывает правду и может заставить лжеца выдать себя. В Италии руту называли травой 7 сил. Считалось, что 7 листьев руты, сорванных до рассвета, защищают от всех бед на 7 дней. Помимо мистики, рута имела важное значение в медицине. Ее применяли против усталости, судорог и головных болей. В трудах Авиценны сказано: рута укрепляет сердце, очищает зрение и успокаивает дух. В эпоху Возрождения монахи выращивали ее в монастырских садах. Ее называли травой монашеской, она помогала сохранять чистоту ума и тела. Современная наука подтверждает, рута содержит рутин, эфирные масла, флавоноиды и кумариновые соединения, укрепляющие сосуды и улучшающие пищеварение. Но в больших дозах она ядовита, особенно свежая. Старые лекари говорили: рута лечит, пока ты ей поклоняешься. Но стоит возгордиться, и она отравит. Рута – невысокий кустик с сизыми листьями и мелкими желто-зелеными цветками. Она любит солнце и сухие каменистые места, словно выбирает тишину, чтобы сохранять свою силу. Ее аромат резкий и терпкий, но если вдыхать глубже, он кажется благовонным, будто дыхание старинных храмов. В Грузии и Армении руту сажали у входа в дом, чтобы зло не переступило порог. Говорили, если рута засохла, значит, в доме появилась зависть или обида. А если цветет, значит, в доме живет мир и добро. На Балканах девушки поили руту молоком накануне свадьбы, чтобы брак был крепким.
В Польше и Украине веточку руты клали в подушку любимого, чтобы он не забыл свою возлюбленную. В некоторых районах Кавказа руту до сих пор кладут в колыбель новорожденного, чтобы защитить от дурного сглаза. Сегодня рута остается символом света и женственности. Ее можно увидеть в гербах, орнаментах и народных песнях. Она напоминает, защита приходит не от амулетов, а от чистоты сердца. Свет всегда рядом с тем, кто хранит добро. В современной фитотерапии руту используют для укрепления сосудов при варикозах как мягкое успокаивающее и антисептическое средство. В ароматерапии для очищения пространства и гармонизации эмоций. Но обращаться с ней нужно бережно, свежая рута может раздражать кожу и слизистые. Может быть, именно поэтому люди называли руту травой света. Она строгая, как сама истина. Она не дает силу просто так, требует внутренней чистоты. Если посадить ее возле дома или просто вдохнуть аромат, кажется, будто воздух становится светлее, а мысли чище. Рута – не просто растение. Это напоминание, что свет всегда рядом с тем, кто хранит добро в сердце. Если вам понравилось это путешествие в мир древних трав и легенд, поддержите канал, поставьте лайк, подпишитесь и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые истории о растениях, несущих силу и тайну природы. Ваш интерес помогает этому проекту жить и расти. Спасибо, что вы со мной.